Однажды холодным зимним утром лесничий Петр Емельянов заметил возле своей сторожки необычное движение. Вдалеке у лесной дороги остановилась машина. Из нее вышел человек и вывел на обочину худую, испуганную собаку. Мужчина открыл дверь автомобиля, отстегнул поводок, быстро сел обратно и уехал, даже не обернувшись. Петр не поверил своим глазам. Животное несколько секунд стояло неподвижно, словно не понимало, куда исчез человек, которому оно доверяло. Собака осталась одна посреди зимнего леса. Она была настолько истощена, что ребра отчетливо проступали под шерстью. Петр осторожно приблизился, но животное отступило в сторону. Было заметно, что собака напугана и не знает, кому теперь можно доверять. Лесничий понимал, что оставлять ее на морозе нельзя. Он принес немного еды и поставил миску неподалеку от сторожки. Собака долго не решалась подойти. Лишь когда Петр отошел в сторону, она осторожно приблизилась, быстро съела все и снова скрылась среди деревьев. На следующий день все повторилось. Собака появилась у лесной дороги и стала ждать возле сторожки. Петр снова оставил ей еду и воду. Постепенно животное поняло, что этот человек не причинит ей вреда. С каждым днем оно подходило все ближе, хотя по-прежнему держалось настороженно. Зима в том году выдалась суровой. В лесу было трудно найти пищу, а для домашней собаки, привыкшей к человеку, выживание в таких условиях оказалось почти невозможным. Поэтому Петр продолжал подкармливать ее. Он не пытался заманить животное в дом и не навязывал свое присутствие, понимая, что после предательства хозяина собаке потребуется время, чтобы снова начать доверять людям. Прошло несколько недель. Собака заметно окрепла. Однажды она впервые подошла совсем близко и остановилась напротив лесничего. Петр присел, протянул руку, и животное осторожно приблизилось. Через несколько секунд собака позволила себя погладить. С этого дня между ними установилась особая связь. Собака стала приходить почти каждый день. Иногда она просто сидела возле сторожки, наблюдая за работой лесничего, а затем снова уходила в лес. Когда весна наконец пришла, Петр однажды не увидел свою четвероногую гостью. Он решил, что она нашла новое место и больше не нуждается в помощи. Но спустя несколько месяцев знакомая собака неожиданно появилась вновь. На этот раз она пришла не одна. Рядом с ней бежали несколько подросших щенков. Петр сразу понял, что за время отсутствия собака стала матерью. Она привела своих малышей именно туда, где когда-то получила помощь и смогла пережить суровую зиму. Лесничий долго смотрел на нее и не мог скрыть улыбку. Собака стояла неподалеку, спокойно глядя ему в глаза, словно действительно хотела показать, что не забыла человека, который однажды не прошел мимо. Через некоторое время она развернулась и вместе со щенками скрылась среди деревьев. Петр больше никогда их не встречал, но эту историю запомнил на всю жизнь. Иногда животные оказываются в беде совершенно не по своей вине. И даже простой поступок, миска еды, немного воды или несколько минут внимания может изменить их судьбу. Но помогая дикому или испуганному животному, всегда нужно помнить об осторожности. Никто не знает, что оно пережило и как поведет себя в следующий момент. А вам когда-нибудь приходилось встречать животное, которому отчаянно требовалась человеческая помощь?